Новое, небесное пламя Сяояня, как же мы ждем этого. Особенно мощнейшее, очищающее пламя лотоса, что на 3-м месте рейтинга. Сяоянь после событий Острова Драконов Пустоты и битвы с 3 королями отправился в пространство пламени. Пройдя через иллюзию и рабов пламени, он встретит своего родственника Сяо Чэня, брата Сяо Сюаня. Именно он станет проводником к источнику очищающего пламени. Но и карта, что Сяоянь искал полжизни, станет ключом, а точнее святой очищающего лотоса, что был заключен в ней предыдущий хозяин этого небесного пламени. Итак, вся группа Сяояня следовала за Сяо Чэнем. Они смотрели, как он открывает врата, там же виднелся большой каменный трон. Сяоянь первым пошел вперед и увидел человека в белом одеянии, сидящим на троне. Пучки светло-кремового пламени пылали на поверхности его тела, принимая различные формы. Ни крохи ауры не исходило от него, но он казался весьма странным для группы Сяояня. Когда все эксперты поднялись наверх, человек наконец открыл глаза. На его лице появилась улыбка, которая и изумила всех. «Вы сможете получить эссенцию демонического пламени, если одолеете меня. Иначе вы все навсегда останетесь здесь и станете моими рабами». Голос вызывал дрожь по всему телу. Эксперты клана Гу в своих сердцах испытали опасность. Этот человек перед ними создавал ощущение, что его вовсе не существовало здесь. Сяоянь протяжно вздохнул. «Очищающее пламя демонического лотоса. Видимо, ты унаследовал все от святого очищающего лотоса. Иначе ты бы не сумел овладеть мастерством небесного тумана кошмаров до такого уровня. Я вынужден признать, что твоя иллюзия превосходит иллюзию древнего древа Бодхисаттвы, однако, независимо от реальности иллюзии, она останется иллюзией». Голос Сяояня эхом разнесся по пространству. Так, это была иллюзия? И Сяо Чэнь тоже всего-навсего весьма качественная, правдоподобная иллюзия? От этой мысли у всех внутри похолодело. «Я настоящая», — вмешалась Цзиянь. По ее ощущениям, она точно настоящая, а вокруг не иллюзия. «Мы все настоящие». Сяоянь смотрел на человека перед собой. «Однако мы все ступили в его иллюзию. Вот самый ужасный аспект небесного тумана кошмаров. Если мы продолжим идти на поводу очищающего пламени лотоса, то еще глубже и глубже будем в нее погружаться. В итоге мы станем его рабами». «Хочешь сказать, что все те рабы пламени на нашем пути, включая Сяо Чэня, все иллюзия?» — хмуро спросили некоторые. «Реальность ошибочная и одновременно ошибка в восприятии. Вот почему очищающее пламя лотоса настолько опасно. Предок Сяо Чэнь не иллюзия, он настоящий», — покачал головой Сяоянь. Он повернулся к старейшине и добавил: «Однако большая часть его сознания управляется демоническим пламенем». Гусюнер и остальные эксперты начали переглядываться. Затем они осторожно попытались отыскать недочеты в иллюзии, но не могли, как бы старательно они ни пытались заметить прорехи. В прошлом святой демонического очищающего лотоса был известен как эксперт, что наиболее близко подошел к классу бога, но пострадал от отдачи очищающего пламени лотоса, из-за чего и погиб. Очищающее пламя получило его наследие после смерти. С эффектом иллюзии не по силам справиться обычному человеку. Иллюзия настолько ужасна, даже если просто о ней думать. Святой демонического очищающего лотоса и вправду достоин титула «демонический святой». С определенной точки зрения, это небесное пламя в своем нынешнем виде уже может считаться новым святым очищающего лотоса. Продолжил объяснять Сяоянь. Он смотрел прямо на человека в белых одеяниях. «Почему у тебя такая осведомленность о небесном тумане кошмаров?» Наконец спросил тот. Сяоянь улыбнулся. Причина, почему он все это знал, заключалась в том, что сгусток света в его голове из той самой карты дал ему эту информацию. Если бы не он, даже Сяоянь в итоге умер бы здесь. Пока отпечаток святого не открыл ему глаза, он бы даже не подумал, что находится посреди иллюзии в небесном тумане кошмаров. Теперь понятно, насколько важно было заполучить эту карту пламени очищающего лотоса. Она не должна открывать местоположение пламени, ведь многие сильнейшие эксперты и так ощутили место появления его.
Нет, она давала кое-что важнее — связь с предыдущим хозяином этого пламени. Пламя создавало свою иллюзию тысячи лет, не так-то просто ее разорвать. Если бы Сяо Янь не заполучил таинственный сгусток света древней карты, то все эксперты были бы превращены в рабов пламени, и даже зал душ не избежал бы этой судьбы. Мужчина в белых одеяниях холодным взглядом смотрел на Сяо Яня. Пучки пламени постепенно выросли на поверхности его тела, и температура разрушения окутала окружающую область. «Раз это иллюзия, как нам вырваться из нее? Нам он кажется, что не наесть настоящим», — произнес Яо Лао. Они попали в иллюзию, но человек из пламени сказал им, что они все равно умрут, если останутся здесь. «Как бы оно ни выглядело, иллюзия есть иллюзия. Пока вы думаете, что он невероятно силен, его не победить. Его сила зависит лишь от мыслей наших сердец», — объяснил Сяо Янь. И это было правдой. После этих слов Сяо Яня пламя свирепо закричало и атаковало, превратившись в ужасное копье разрушительной силы. Но Сяо Янь велел: «Не выставляйте защиту Дао Ци и не защищайтесь. Относитесь к нему как к полностью бесполезному, иначе мы все умрем». И все послушались. Расслабившись, они убрали любую защиту Дао Ци и решили довериться словам Сяо Яня. Бам! Огромное копье упало с неба. Разрушительная сила окружила экспертов, однако пламенное копье исчезло в тот же миг, как только коснулось их тел, не нанеся никакого вреда. «Иллюзия кошмаров. Разлом». Сяо Янь сдавил кулаки, выдавливая каплю эссенции крови. Капля быстро потекла к кончику пальца, сформировав загадочный кровавый символ. «Печать раскола кошмаров! Как ты узнал об этом?» Сяо Янь соединил указательные пальцы вместе и активировал символ. Надавив на пространство, оно начало колебаться. Вскоре картина перед ними начала меняться. Они ощутили головокружение, как только пространство взорвалось. Перед их глазами появилось безграничное море магмы. Иногда из него ввысь взлетала струя светло-кремового пламени. Магма уходила за горизонт, как будто во всем пространстве только магма и существовала. В воздухе парило несколько горных скал. Эксперты Сяо Яня как раз-таки стояли на одном из них. За их спинами вращался огромный серебристый круг света. «Мы выбрались?» Оглядевшись, эксперты облегченно выдохнули. «Только не говорите, что мы все еще в иллюзии», — задал вопрос Яо Лао немного напуганным тоном. «Очищающее пламя демонического лотоса не обладает такими способностями», — улыбнулся Сяо Янь. Про себя же он облегченно вздыхал, как будто тяжкий груз упал с плеч. Ему казалось, что даже на душе стало намного легче, когда они вырвались из иллюзии. Небесный туман кошмаров и вправду достойный навык святого демонического очищающего лотоса, за который он был известен. Техника и вправду страшная. Сяо Чэнь, в свою очередь, низко проревел. На его лице вновь вспыхнули эмоции страдания, пока он дрожащим голосом произносил: «Очищающее пламя лотоса вновь пытается взять надо мной контроль!» Хотя Сяо Чэнь по факту считался рабом очищающего пламени лотоса, он мог положиться на свои силы, чтобы сопротивляться контролю пламени. Возможно, даже получится найти способ для удаления контроля, а значит, такой эксперт предоставит значительную помощь. Сяо Яню явно не доставало такого могучего эксперта на своей стороне. Но думать это одно, а вот сделать совершенно другое. Сяо Янь уже испытывал, насколько страшно очищающее пламя демонического лотоса. Можно ли так вот просто избавиться от его контроля над Сяо Чэнем? Найдет ли Сяо Янь способ спасти Сяо Чэня? И что произойдет далее в пространстве пламени? Рассмотрим это в дальнейшем. С вас лайк, комментарий и подписка за старание. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и всем пока!